Мозг– это сердце нашей личности, нашей памяти, наших эмоций и интеллекта. Но что, если мы скажем, что в вашем повседневном поведении могут скрываться вредные привычки, которые тихо наносят вред вашему мозгу? Давайте вместе разберемся, что именно разрушает наш мозг и как избежать этих скрытых угроз. Это знание может изменить ваш взгляд на привычки, которые вы считаете безвредными. Недосыпание. Сколько часов вы обычно спите? А теперь представьте, вы можете спать даже 6 или 7 часов, но этого недостаточно. Недосыпание – это не просто усталость. Это один из самых сильных факторов, влияющих на ваш мозг. Исследования показывают, что когда мы не спим достаточно, мозг не успевает очищаться от токсинов, включая бета-амилоид, который является основным маркером болезни Альцгеймера. Более того, недосыпание снижает нейропластичность, способность мозга адаптироваться и учиться новым вещам. Чувствовали ли вы когда-нибудь, что не можете сосредоточиться после бессонной ночи? Поставьте плюс в комментариях, если это так. Хронический стресс. Как часто в вашей жизни появляется стресс? Ежедневные переживания, давление на работе, личные проблемы – все это вызывает выброс гормона стресса – кортизола. Краткосрочный стресс полезен, но когда стресс становится хроническим, он начинает разрушать нейроны. Исследования, проведенные в Университете Висконсина, показали, что длительный стресс вызывает атрофию нейронов в гиппокампе, области мозга, отвечающей за память. Представьте, с каждым стрессом ваша память становится хуже. Как вы боретесь со стрессом? Напишите свои методы в комментариях, это поможет другим. Неправильное питание. Фастфуд, сахар, трансжиры – все это добавляется в наш рацион. Но знаете ли вы, что эти продукты могут повредить нейроны? Диета с высоким содержанием сахара повышает воспаление в мозге и нарушает работу нейропередачи. Исследования показали, что избыточный сахар может способствовать старению мозга, а также ухудшать память. Ученые из Университета Южной Калифорнии в 2012 году установили, что продукты с высоким гликемическим индексом напрямую связаны с ухудшением когнитивных функций. Как вы думаете, сколько процентов из вашего рациона составляют вредные продукты? Оставьте ваш ответ в комментариях. Электронные устройства. Мы все зависим от экранов. Но вот что вас может удивить. Экранные устройства, особенно перед сном, могут снижать качество сна и мешать работе мозга. Синий свет, который излучают экраны, нарушает выработку мелатонина, гормона, который регулирует наш сон. Исследования, проведенные в 2015 году, показали, что длительное использование устройств, особенно перед сном, может ухудшить качество сна и повлиять на когнитивные способности. Более того, постоянное переключение внимания между задачами, как при использовании социальных сетей, ослабляет способность к концентрации и решению проблем. Как долго вы используете устройство перед сном? Есть ли у вас привычка проверять телефон сразу после пробуждения? Алкоголь и запрещенные вещества. Алкоголь и запрещенные вещества оказывают разрушительное воздействие на наш мозг. Алкоголь нарушает нейропластичность, способность мозга изменять свои связи. Исследования показывают, что даже умеренное потребление алкоголя в течение долгого времени приводит к снижению когнитивных способностей. А что насчет запрещенных веществ? Они могут изменить структуру мозга, нарушая работу нейронов и вызывая долговременные психические расстройства. Большее количество употребления вещества – это не только потеря памяти, но и риск депрессии и других психических заболеваний. Считаете ли вы, что легкие алкогольные напитки влияют на ваш мозг? Напишите ваше мнение в комментариях. Малоподвижный образ жизни. Вы не замечаете, как сидячий образ жизни влияет на вас? Физическая активность жизненно важна для поддержания мозговой функции. Она стимулирует кровообращение, улучшает снабжение мозга кислородом и питательными веществами. Исследования показали, что регулярные упражнения
помогают замедлить возрастное старение мозга и предотвратить болезни, такие как деменция. Физическая активность способствует не только улучшению настроения, но и улучшению памяти. Как часто вы занимаетесь физической активностью? Напишите, какие упражнения помогают вам чувствовать себя лучше. Теперь, когда вы узнали о самых опасных врагах для вашего мозга, помните, что здоровье мозга напрямую связано с вашим образом жизни. Недосыпание, стресс, неправильное питание и другие привычки – это вещи, которых можно избежать, если вы будете заботиться о своем теле. Мозг – ваш главный ресурс, и только вам решать, как долго он останется здоровым. Ставь лайк, пиши комментарий, подпишись на канал. Сейчас для нас это очень важно. Спасибо.